Вы когда-нибудь замечали, что суставы могут хрустеть? Коленные суставы, плечевые суставы, суставы позвоночника. Чаще всего мы воспринимаем, что хруст – это что-то страшное. На самом деле, не всегда в хруст в суставе – это какая-то проблема. В этом видео мы поговорим, почему может хрустеть сустав, что с этим делать и какие причины. Меня зовут Забродин Михаил, я врач-травматолог-ортопед, специалист-преподаватель методики PDTR. Поехали. Кто-то из вас замечал и приходят с жалобами на прием: я иду по ступенькам, и все слышат, что щелкает коленный сустав, щелкает голеностоп. Я не могу, скажем так, кому-то подкрасться, потому что я вся хрущу. Всегда ли это проблема? На самом деле щелчки в суставах встречаются и у подростков, и у детей. Как может происходить щелчок? Человек посидел, встает, щелк и больше не хрустит. Сустав не болит, сустав нормально работает, это не проблема, это вариант нормы. Другой вариант: вы идете, и с каждым шагом у вас в суставе появляется какой-то ненормальный звук, особенно те щелчки, которые сопровождаются болевыми симптомами. Вот в данном случае это проблема, которую стоит диагностировать и устранять. В каких-то случаях щелчки вы не слышите, но когда вы кладете руку на сустав и выполняете движение, у вас под ладонью ощущение, как будто крепитация, идете по снегу, либо щелчки. Это тоже признак износа гиалинового хряща, того хряща, который покрывает костную ткань. В данном случае это признак артроза. Почему на самом деле может щелкать сустав? Сустав — это шарнир, биомеханика которого определяется природой. Но для того, чтобы он правильно работал, все мышцы должны выполнять правильное движение. Одни мышцы включаются, другие выключаются во время движения, и сустав работает хорошо. Но что происходит, когда часть мышц перестает полноценно работать, часть избыточно напряженная, сустав начинает смещаться в разные стороны. Если идет смещение даже на несколько миллиметров, это приводит к избыточному стиранию хряща и появляются щелчки. А вот как проверить, правильно ли работают ваши мышцы? Вот здесь вам поможет специалист по методу PDTR. Что такое метод PDTR? Это метод, который позволяет найти неправильно работающие мышцы и включить их через поиск причины их слабости. Когда мы ее устраняем, мышцы включаются, и суставу возвращается нормальная биомеханика движения. Со временем щелчки могут полностью уйти, либо значительно уменьшится их проявление. Если вы пациент и для вас сложно воспринимать эту информацию, обратитесь к специалисту, который протестирует ваше тело, соберет анамнез и найдет и расскажет вам причину, по которой хрустит у вас именно этот сустав. Когда он полностью устранит эти причины, то хруст у вас либо совсем уйдет, либо он уменьшится, и что самое главное, у вас должны уйти болевые проявления от этого хруста. И в данном случае сустав начнет правильно работать. А если вы являетесь специалистом, например, вы остеопат, мануальный терапевт, кинезиолог, травматолог-ортопед, невролог, врач восстановительной медицины, реабилитолог, я вас приглашаю на наш бесплатный вебинар по ссылке под этим видео, либо в закрепленном комментарии, в ходе которого я вам покажу, как выполнять это тестирование, как находить, например, причину боли в плечевом суставе или хруста в плечевом суставе, которая может быть локализована в области шеи, в области таза, в области голеностопа. И вам будет интересно посмотреть именно эту логику. Я более чем уверен, после этого вебинара вы, используя этот простой подход, уже на следующий день сможете лечить и устранять дисфункцию у ваших пациентов более эффективно. Итак, когда хруст в суставе может быть серьезной проблемой? Например, у вас никогда не было щелчков и хрустов в этом суставе, но и произошла, например, травма этого сустава, и через какое-то время появились щелчки. Это признак того, что сустав работает неправильно. Второе. Любой щелчок, любой хруст, который сопровождается болевыми проявлениями, это проблема. Другие ситуации. У вас заклинивает сустав, хрустит, и после этого появляется отек, выпад, жидкость в суставе. Это говорит о том, что там есть какое-то нарушение, например, там надорванный мениск, надорванная суставная губа. И во время некого движения вы провоцируете этот поврежденный сегмент, происходит резкое воспаление в суставе. Это признак того, что долго жить с таким суставом нельзя, его нужно обследовать, найти причину
и устранить. Возможно, оперативно, возможно, без операции вам поможет специалист по методу PDTR. Но это то, что является показанием для более детального обследования. Почему сустав может двигаться не полностью? То есть вы, например, пытаетесь поднять руку, она до конца не поднимается. Пытаетесь согнуть колено, оно до конца не сгибается. Какие могут быть причины? Если у вас в суставе есть выпад, жидкость, то во время движения эта жидкость не дает вам совершить полный объем амплитуды. Тогда эту жидкость надо убрать, либо назначить препараты, которые будут способствовать рассасыванию этой жидкости. Раз. Если там в суставе воспаление, нужно назначить противовоспалительное лечение. Это выполняется после осмотра травматолога-ортопеда. Но в некоторых ситуациях рука может не подниматься из-за того, что не хватает силы мышц это сделать. И в данном случае, как вы уже знаете, вы можете обратиться к специалисту по методу PDTR, который найдет и устранит причину этих слабостей, и ваша рука иногда даже во время приема полностью начнет двигаться. Один клинический пример, вот есть по ссылочке здесь, посмотрите, пожалуйста, на нашем канале мы разбираем пациента, у которого рука не поднималась 15 лет, и буквально в течение 10-15 минут работы с ним мы получили полную амплитуду движений. Это то, что может сделать специалист по методу PDTR, это то, что можете сделать вы как специалист, который пройдет обучение в нашей школе PDTR, и мы вас научим закрывать эти дисфункции через поиск первопричины всего. Какой уход для ваших суставов требуется в любом возрасте? Первое. Это полноценное движение, ходьба, упражнения, движение. Раз. Это полноценное питание, определенное количество жидкости, витамины, микроэлементы. Это отсутствие избыточных перегрузок самого сустава. И далее ваши суставы при такой подвижности, они будут смазываться как положено. Ткани будут хорошо работать, сустав не будет щелкать, сустав не будет болеть, и вы точно не будете обращаться к специалисту по поводу этого сустава. Будьте здоровы, двигайтесь. С вами был Забродний Михаил. Всем пока.